У нас с Джо есть ряд вопросов, которые мы хотели бы обсудить. Но прежде чем мы к ним перейдем, Скотт, я бы хотела, чтобы вы дали свою характеристику, в какой ситуации мы оказались на сегодня, что происходит в целом. Все, чем вы хотели бы поделиться. Хотел бы начать. Знаете, лучший способ понять, в какой ситуации мы на сегодня, это понять, с чего все началось. В 80-х мы находились в состоянии холодной войны между США и Советским Союзом. США возглавляли альянс НАТО, Североатлантическая союзная организация, и они противостояли Советскому Союзу и Варшавскому блоку. Линия противостояния проходила по большей части по Германии. Западная Германия и Восточная Германия были обе оккупированы после Второй мировой. И ситуация была крайне опасной, особенно сначала по середину 80-х, когда США и СССР ввели в использование так называемые силы превентивного ядерного удара. Они были представлены ракетами дальностью от 500 до 5000 миль. Что делало их особенно опасными, к примеру, в случае Советского Союза это были ракеты СС-20, имевшие по 3 боеголовки, и у Советов были сотни таких ракет, так что в случае ядерной войны каждый крупный европейский город был бы уничтожен. Я еще раз повторю, чтобы вы вникли в мысль. Каждый крупный европейский город был бы уничтожен. США ответили размещением своих ракет, управляемых ракет «Томагавк» и управляемые ракеты наземного базирования. Также Першинг-2. Что особенно важно в отношении Першинга, это то, что если бы ракета была запущена с базы в Германии, она достигла бы Москвы в течение 7-10 минут. Это значит, ни у кого нет времени для принятия решений, нет времени для раздумий. Как только запуск был бы зафиксирован, русские нажимают на кнопку и запускают все ракеты сразу. Это означает не только каждый крупный европейский город, но также и каждый крупный город в США испарится через 45 минут. Человечеству конец. Это не шутки, дамы и господа. Это реальность, в которой мы жили. Круглые сутки, 7 дней в неделю. Я вырос в Германии. Мы жили в деревне рядом с комплексом ядерных ракет. В случае войны это была бы цель номер один. Каждое утро я просыпался в ожидании получить ожог в 200 000 градусов. Что происходит, когда ядерный заряд прилетает и вспышкой уничтожает тебя? Это реальность, в которой мы жили. США и Советский Союз, страна, которую мы теперь называем Россией, были на волоске от войны, которая бы уничтожила жизнь, какой мы ее знаем сейчас. Холодная война завершилась, и она не сама по себе завершилась. Я, как морской пехотинец, не только обучался сражаться с советскими солдатами. Я получил солидную квалификацию в том, что мы называем комбинированное ведение войны. Но я также был первым экспертом, которого отправили в Советский Союз в 88-м, чтобы принять участие в осуществлении соглашения по силам превентивного удара. Русские избавлялись от этих ракет, о которых я вам говорил. Так что и США, и СССР признали, что эти ракеты несут смертельную угрозу жизни на всей планете, и договорились избавиться от них. Мы это сделали, и благодаря этому мы достигли такого уровня доверия, который привел к разрядке. Вскоре после этого Союз распался, и Варшавский блок тоже. И вы могли бы подумать, что это идеальная возможность для установления окончательного мира по всей Европе. Но США и Европа решили, что НАТО остается. И НАТО трансформировалось в нечто, чем оно не задумывалось изначально. Изначально Альянс задумывался как оборонный союз. Но теперь он избрал обеспечение безопасности в Европе своей целью. И это включило в себя наступательные действия, что мы и наблюдали в 99-м против сербов и в 2011-м против ливийцев и так далее. Таким образом, мы пришли к ситуации, при которой мир, вместо того, чтобы быть безопаснее после ужасной напряженности 80-х, совершил скачок в прошлое. Как фильм с Майклом Джей Фоксом. Мы сели в Делориан, поехали слишком быстро, и вот мы опять в прошлом. Мы снова видим, что НАТО противостоит российской военной мощи, и США вышла из договора по силам превентивного удара в 2019-м. И поговаривает о том, чтобы вернуть силы превентивного удара обратно в Европу, чтобы воссоздать ту же самую ситуацию, от которой мы избавились в 80-х.
И сейчас все еще хуже. Мы называли холодную войну холодной, так как мы не сталкивались на расстоянии выстрела. Сейчас война горячая. Сейчас мы имеем широкомасштабные боевые действия в крупнейшей европейской стране — Украине. И эта война уже вынуждает приготовить к действию ядерный арсенал. Россия заявила, что если Альянс НАТО вмешается, это представит смертельную угрозу, и Россия может использовать ядерное оружие в ответ. И НАТО, в свою очередь, инициирует обсуждение, какова у Альянса политика по применению ядерных сил. Итак, мы имеем две стороны, активно готовящие свои ядерные арсеналы, в то время как мы с вами разговариваем. Ставки уже некуда повышать. В связи с чем вы должны задаться вопросом, а почему это происходит? Россия просыпается как-то утром и думает, что надо напасть на Украину. Мне просто захотелось дестабилизировать мир. Или Россия реагирует на отказ НАТО от самороспуска в конце холодной войны. Более того, на расширение Альянса на восток. В такой манере, в какой Россия чувствует угрозу для себя. И Россия не с недавних пор говорит об этой угрозе. Россия поднимает этот вопрос снова и снова, начиная с 90-х годов. Архивы нацбезопасности хранят аудиозаписи переговоров Клинтона и Ельцина, на которых Ельцин уговаривает Клинтона не расширять НАТО. Он говорит, это выставляет меня в плохом свете, я теряю лицо перед своими гражданами. И Клинтон отвечает, простите, мы расширяем НАТО, как бы там ни было. Владимир Путин, когда стал президентом, говорит, раз уж вы расширяетесь, почему вы нас не пригласите? И тогда волноваться будет не о чем, станем большим веселым клубом. Но США не приглашали. Целью НАТО является сдерживание России, а не вовлечение России в свои ряды. И это расширение НАТО Россия расценивала как угрозу. Мы это знаем. В 2007-м Путин выступал на Мюнхенской конференции по международной безопасности. Блестящая речь. Лучший пример современного политического ораторского искусства, чем где-либо еще. Я всем советую найти и посмотреть эту речь. Блестящая речь. Силой убеждения и выразительности он обозначил позицию России. Никто не сможет сказать, мы не знали, какова была позиция России. Вот она, озвучена президентом лично. Один из пунктов — расширение НАТО представляет смертельную угрозу. Это красная черта. С чего мы это решили? Уильям Бернс, вы могли слышать это имя, он сейчас директор ЦРУ. В то время он был послом в России. Он опубликовал свой меморандум под названием «Нет, значит нет», объясняющий, какова была позиция России в отношении расширения НАТО. Это красная линия, и Россия не шутит. Это для них смертельная угроза, если вы продолжите расширение НАТО. И вот важный момент. Он написал это в феврале 2009-го. Если вы продолжите экспансию НАТО, у России не останется выхода. Ей придется вторгнуться на Украину, и Украина потеряет как минимум Крым и Донбасс. Он будущее умеет предсказывать. Может, поэтому его назначили директором ЦРУ. Он предсказал будущее в точности. Никто не сможет сказать теперь, мы не знали. Мы знали, но все равно продолжали делать свое. Мы загнали Россию в угол, пока в прошлом декабре они не сказали, хватит, пора с этим кончать. Они отправили 2 предложения по переустройству системы европейской безопасности. Они требовали, чтобы Украина была объявлена нейтральной. Они сказали, мы не шутим, отнеситесь к предложению всерьез. Если вы не отнесетесь всерьез, у нас останется только один вариант — военно-техническое решение. Их не приняли всерьез. США и Европа проигнорировали Россию, надсмеялись над ней. И мы получили то, что имеем. Потому что русские не блефовали. Это урок номер 1 из всего этого. Русские не блефуют. Если вы даете оценку происходящему, вы услышите много трескотни, что произошло. И Россия это, и Россия то. Примите Россию за чистую монету. Если они говорят, что сделают что-либо, они это сделают. В точности так, как и говорили. Вот где мы оказались. У нас большая война на Украине. И раз уж на то пошло, Россия решительно побеждает. Я тут не нахваливаю войны, вы пригласили меня как антивоенное сообщество. Но раз уж мы обсуждаем факты, факт в том, что Россия побеждает в этой войне решительно. Можете использовать какие угодно параметры. У меня огромный опыт в таких делах. Я военную статистику изучал и применял всю свою жизнь. И поэтому могу утверждать, какие бы аспекты вы ни рассматривали, Россия победила в этой войне. Без разговоров. И сейчас они оформляют то, что, по моему мнению, является одной из самых блестящих побед.
войне в современной истории. Но вы нигде этого не услышите, потому что наши СМИ без устали тарахтят вам об обратном. И может чуть позже мы и об этом поговорим, но вот какова на сегодня ситуация. Я надеюсь, не слишком долго отвечал. Спасибо, отлично. Я собирался спросить о причинах войны, но вы уже многое объяснили. В США нам рассказывают в новостях, что нападение не было ничем спровоцировано. Никто не говорит о расширении НАТО и связанных с этим темах. Есть еще один аспект, возможно, вы могли бы сказать об этом. Насколько известно, в США Россия началась в феврале. Но, насколько известно людям на Украине, она началась в 2014-м. Она велась на Донбассе, и тысячи мирных граждан погибли. Хотел бы, чтобы вы упомянули об этом, Скотт. Я думаю, я скорее историк по призванию, поэтому я вернусь к прошлому, чтобы начать сначала. Я не люблю начинать историю с середины, чтобы не потерять общего контекста из виду. Начало. Начало относится ко Второй мировой, даже к предыстории Второй мировой. Молотов и Риббентроп, тяжелое немецкое имя, разделили Польшу в 1939-м между Германией и Советским Союзом. Из-за этого события Польша была поделена. Восточная Польша стала теперь Западной Украиной. Искусственное образование, превратившееся в Западную Украину, и население Восточной Польши, имевшее историческое название Галиции, было очень враждебно в отношении советской власти. И когда немцы вторглись в СССР в июне 41-го, они приветствовались как освободители населением Западной Украины. Практически в один день 80 тысяч этих западноукраинских восточных поляков немедленно присоединились к немецким войскам, как часть Waffen-СС. И так они осуществили военную поддержку в самой отвратительной нацистской организации, Waffen-СС, военизированная группировка партии нацистов. Они воевали на стороне немцев, и они не только воевали, но они еще и занимались резней. Они совершали зверства над поляками, над русскими, над евреями. Многие слышали о зверстве в Бабьем Яре, недалеко от Киева. Более 30 тысяч евреев были убиты за несколько дней. Приказ на такое зверство могли отдать немцы, но совершили его украинцы. Западные украинцы, которые присоединились к СС. У них был мужичок по имени Степан Бандера. Он был их лидером. Был их лидером ранее. Он практически присоединился к немецкой идее. Они его называют украинским националистом, что он присоединился не потому, что поддерживал Гитлера, а потому, что был против Сталина. Но он носил немецкую униформу. Его люди служили в Waffen-СС и убивали евреев, поэтому я не вижу никакой разницы. Но в 1944-м, когда Германия начала проигрывать в войне, движение Бандеры откололось от немецкой армии, чтобы оказывать сопротивление против Советов. Мы говорим о полномасштабном сопротивлении. Я опишу, насколько оно было масштабным. С 1944 по 1954 это сопротивление убило более 300 тысяч украинцев. 36 тысяч советских солдат и сотрудников правоохранительных органов были убиты. Это была большая война, длившаяся 10 лет. И что делает эту войну особенно важной? То, что многие украинцы контролировались службой немецкой разведки. Она называлась 12-й отдел, которым руководил немец по фамилии Гейлин. По окончании войны США, вместо того, чтобы арестовать Гейлина и приговорить его за военные преступления, подчинила всю его организацию, так называемую организацию Гейлина, и передало под управление ЦРУ, чтобы они могли продолжать свою работу против Советского Союза. И с 45 по 55 ЦРУ финансировала эту украинскую оппозицию. Обучала, вооружала, организовывала. В 55-м они были практически разгромлены.
Но ЦРУ не отступилась. С 55 по 90 год ЦРУ продолжала финансировать и поддерживать, и выкармливать это бандеровское движение, как часть их работы по пропаганде. Они поддерживали их жизнь, поддерживали жизнь их идеологии в качестве своей антисоветской деятельности. Это финансирование прекратилось только в 90-м. Но причина, по которой я рассказал вам все это, когда мы говорим о событиях 2014-го, мы говорим о получении могущества бандеровским движением из небольшой правой идеологии, имевшей ограниченное политическое значение, в одного из крупнейших политических игроков на Украине. И кто-то может сказать, откуда мы могли знать, что такое произойдет? Откуда вы знаете, что их ЦРУ создало, выкормило, вырастило, владело и управляло? Это не было секретом в США. США прекрасно знали, что делали, когда вдохнули жизнь в это военизированное движение в 2014-м. Мы поддерживали эту цветную революцию, оранжевую революцию, чтобы принести в постсоветскую эпоху новую демократию. Никакой демократии никогда не было на Украине. Украина — это одна из самых коррумпированных стран на планете. Все вокруг говорят о русских олигархах. На Украине больше олигархов, чем в России. И украинские на самом деле контролируют политику. И как Зеленский стал президентом? Это был комедийный актер на телеканале, принадлежавшем одному из олигархов, который решил: «Я тебя сделаю президентом». Зеленский не просыпался с мыслью стать президентом. Он играл президента в телесериале, очень популярном, который назывался «Слуга народа». Я видел. Смешной до слез. Правда, хороший сериал, посмотрите. Но ведь это не реальность, это выдумка. Как если бы американцы смотрели сериал «Западное крыло», а потом решили избрать Мартина Шина президентом, потому что он играл его на телешоу. У Мартина Шина нет квалификации, чтобы работать президентом США. Но он играл его на телевидении, поэтому мы сделаем его президентом. Вот что украинцы сделали, потому что состояние их политики такое ужасное. Итак, вернемся к 2014-му. Был так называемый пророссийский президент Виктор Янукович, который боролся с главной экономической проблемой. Большинство украинцев хотели экономического присоединения к Евросоюзу. Они думали, что их экономическое будущее вместе с Европой, а не с Москвой. Проблема заключалась в том, что требования, которые выдвигал Евросоюз, были невыполнимы. И единственный возможный вариант, если бы Россия фактически финансировала вступление Украины. Путин встречался с Януковичем и говорил: «Мне не важно, вступите ли вы в Евросоюз. Я просто платить за это не собираюсь. Россия не будет платить за это. Хотите присоединиться, пожалуйста, но если вам это не по карману, придется работать с нами». Янукович подумал и сказал: «Значит, нам это не по карману. Остаемся с Россией». Но люди поднялись на протест. На улицах собрались демонстрации. Мирные демонстрации, между прочим. Исключительно мирные. Правомочная демократическая волеизъявление. Не думаю, что у кого-либо. У Януковича не было претензий к этим демонстрациям. Он понимал, почему люди их организовали. Но что произошло после этого? Вмешались США и Евросоюз и решили: мы видим место уязвимости. Мы можем решить проблему, организовав вооруженный переворот, который устранит Януковича, и мы сможем привести к власти своих людей. И это были те люди, которых США подобрали заранее. Они их активно готовили. Откуда я это все знаю? Виктория Нуланд, сотрудник Госдепартамента, работавшая по этому региону. Ее телефонный разговор был перехвачен. Скандальная аудиозапись, в которой она предлагала Евросоюзу идти кое-куда. Мы не будем говорить, куда, в культурном обсуждении. Но она также говорила о мальчике Яце. Яц — это сокращенное прозвище человека, который вскоре стал премьер-министром Украины. США вручную выбрали этого человека. Мы в наглую обсуждали, что Яц лучше Кличко, и какой из вариантов будет лучше. Мы принимали решение. Это госпереворот. Мирные демонстранты не могут свергнуть Януковича. Поэтому мы ввели в строй людей, которых мы знали. Привлекли людей Бандеры. Они начали действовать. Они разграбили полицейские оружейные комнаты, вооружились и за одну ночь превратили то, что было мирной демонстрацией на Майдане, в кровавую революцию, в которой погибла масса людей.
Отвратительное насилие. Я не хочу ничего политизировать. Мы назвали то, что произошло у нас 6 января, госпереворотом. 2020, 21 год. Госпереворот. Ужасное вторжение в Капитолий США. Я всем сердцем осуждаю такое, как мерзкий акт насилия. Демонстрация разбушевалась. Но это не был госпереворот. При госперевороте они сами бы не ушли. При госперевороте они бы ворвались с оружием в руках и расстреливали бы членов Конгресса. Вот что такое госпереворот. Откуда я это знаю? Потому что мы все это видели на Майдане в феврале 2014-го. Вот как выглядит госпереворот. Срежиссированный Америкой госпереворот. С одной лишь целью — устранить Виктора Януковича. Откуда мы это знаем? Джо Байден лично звонил Януковичу и объявил ему: «Ты должен уйти». Простите меня за эмоциональность, но сколько можно? Что за политика смены режима? Мы никогда не применяли политику смены режима. Почему тогда Байден звонил Януковичу и требовал его ухода? Вот что такое политика смены режима. Буквально, крупным шрифтом. И он сбежал. И что теперь? Вы устроили этот бардак. Вы привели к власти нацистов. И теперь они... И сейчас люди говорят: но ведь они не трогают евреев и другие меньшинства. Конечно, было насилие на Майдане. Но когда они взяли под контроль парламент, у них не было большинства в парламенте. А знаете, у кого еще не было большинства в парламенте? У большевиков. Если вы почитаете историю России, вы поймете две важные силы: меньшевики, что означает меньшие, и большевики, вроде как их больше. Но на самом деле было наоборот, меньшевики составляли большинство. Почему большевики победили? Потому что они были агрессивными. Сейчас вы усилили этих поклоняющихся Бандере нацистов, чтобы они захватили власть. И они эту власть уже не отдадут. Они пригрозили расправой депутатам Рады, и те стали принимать законы, усиливающие позиции украинских националистов в ущерб русскоговорящим украинцам и этническим русским. Они объявили вне закона язык и культуру, и с помощью насилия стали диктовать свою волю. Они отправились в Одессу, город на побережье. Были беспорядки после футбольного матча. Они загнали 150 пророссийских демонстрантов во дворец культуры и подожгли его. Больше 40 человек погибло. Русские были в ярости. Украинцы двинулись в сторону Крыма, и русские сказали: «Не так быстро». Они отправили маленьких зеленых человечков. Россия взяла контроль над Крымом и преградила им путь. И куда нацисты решили пойти потом? Они направились прямиком на Донбасс. Они стали истреблять русское население там. Русские взбунтовались, они объявили о независимости. Любопытный факт: Владимир Путин не признал их как независимые государства. Он отказал им. Он сказал: «Нет, вы часть Украины. Мы должны уважать территориальную целостность Украины. Но мы вас поддержим в защите ваших прав». И вот так началась гражданская война на Донбассе. Когда армия Украины, подталкиваемая нацистскими батальонами, пыталась взять под контроль русское население, которое отказалось терпеть насилие от украинцев. Они сформировали ополчение, поддерживаемое русскими, и началась война, гражданская война. Это была ужасная война, которая ведется за пределами фронтов. Каковы реалии такой войны? Виктор Порошенко, президент, который пришел к власти после Сирии, в общем, до Зеленского, он обратился с речью, сказал: «Давайте я расскажу вам, что произойдет». Это он обращался к жителям Донбасса. «Наши дети, в смысле украинские, пойдут в детский садик, потом пойдут в магазин, потом погуляют в парке. У них будет нормальная жизнь. Ваши дети скрючатся в подвале, потому что мы будем бомбить вас каждый божий день». Вам интересно, почему русские в ярости? Потому что это то, во что их жизнь превратили. 14 тысяч погибли в течение 8 лет. Непрекращающееся насилие. И все это могло прекратиться. В 2015-м собрался так называемый нормандский формат. Немцы, французы и украинское правительство собрались с представителями России в качестве наблюдателей и достигли соглашения о прекращении огня. О том, что Донбасс останется в составе Украины, но Украина примет пакет законов, придающих особый статус автономии этим русским, чтобы они не подпадали под все эти антирусские законы, которые уже были приняты. Вполне разумное решение. Но когда Порошенко попытался следовать соглашению, неонацисты, которых меньшинство, сказали ему: «Только попробуй, и мы убьем тебя». Еще раз, давайте вспомним, что такое госпереворот.
Представьте, что кто-нибудь скажет Джо Байдену: попробуй подписать указ, и мы тебя убьем. Спецслужбы тут же скрутят этого человека. Вы о нем больше никогда не услышите. И это правильно. Но здесь мы слышим: подпишешь закон и умрешь. И угадайте что? Он ничего не подписал. Зеленский был избран на программе примирения. И он хотел выполнить соглашение по Минску. И ему сказали, не просто сказали, отправили видеозапись. Человек ему сказал: подпишешь, и на следующий день ты будешь висеть под каким-нибудь киевским виадуком. И так оно и было. Если бы Зеленский подписал, его бы повесили. Кто управляет Украиной? Не Зеленский, не парламент. Нацисты. И если бы вы были русским, я не буду продолжать, потому что тут уже все на эмоциях. Вы думаете, 14 тысяч убитых вызовет ненависть? Я вам расскажу, что вызовет у вас ненависть. Ненависть — это когда у вас убивают от 20 до 30 миллионов человек в войне с нацистской Германией. Вот что такое Россия сегодня. В каждом городе, в каждом поселке есть памятники людям, которые погибли. Каждая семья потеряла родственника. 2, 3, 4, 10, 20. В той войне. Самый важный праздник в России — 9 мая, День Победы. Это вам не США. Когда в Америке последний раз отмечали День Победы в Европе? Никогда. Мы об этом не помним. У нас нет ветеранов Второй мировой, они все умерли. У русских ветераны тоже почти все умерли. Но знаете, как они поддерживают память? Они собрали так называемый бессмертный полк. Семьи погибших ветеранов держат портреты тех, кто сражался в войне. И проходят парадом десятками и сотнями тысяч каждое 9 мая в память о них. Это у них в ДНК. И вы приказываете им сидеть и спокойно смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине, и не вмешиваться. Меня уже тошнит от того, что в США говорят: денацификация — одна из военно-стратегических целей Владимира Путина. Это сказки, это выдумка. Это не выдумка. Это реальнее, чем сама реальность. Знаете, Скотт, я был на Украине пару раз за последние пару лет. В последний раз, когда я там был, все это было вокруг меня. Я был на 2 мая с людьми в Одессе, с семьями тех, кто погиб тогда от рук нацистов в Доме профсоюзов. На Украине запретили отмечать День Победы. Но люди все равно его отмечают. Люди все равно выходят. И нацисты их запугивают, если они выходят. Но они все равно выходят. Пару слов о том, что вы сказали. Бандеру провозгласили народным героем Украины. Это его официальный статус. И еще об Украине. Один из лидеров нацистов, когда совершалась бойня в Киеве, когда были убиты 33 тысячи евреев, он был приглашен в США после Второй мировой. И недалеко, прямо недалеко от моего дома, и недалеко от вашего, где-то в часе езды к югу от Олбани, он организовал лагерь, летний лагерь для украинцев. Там есть статуи тех, кого они называют героями, включая статуи Бандеры и других коллаборантов. Они встречаются там каждый год, одевают форму коллаборантов, организации украинских националистов, и отмечают чей-то юбилей. Так что для них это все очень серьезно там, и даже здесь. Хотел поговорить о военной ситуации и о гуманитарной ситуации, о Буче, и хотел передать слово Маргарет. Знаете, так много надо обсудить, прежде чем мы продолжим. Гуманитарной ситуации. Скотт, вы писали хорошие статьи о законности всего этого. Я не слышала упоминания об одной вещи. Русские начали массовую эвакуацию русского населения Донбасса 18 февраля, когда нацбатальон Азов начал с новой силой нарушать прекращение огня по Минским соглашениям. И это в то время,
пока Дума рассматривала резолюцию о признании Донецка и Луганска. И потом лидеры этих республик обратились за помощью. Итак, я думаю, вы могли бы прокомментировать, почему это стало так критически важно начать операцию именно к 24 февраля. Так же, как больше в плане законных соображений безопасности Россия опасалась 4-го пункта Устава НАТО. Могли бы вы все это увязать? Итак, еще раз. Давайте. После Второй мировой войны Организация Объединенных Наций была сформирована с одной из главных задач – запретить все войны. И Нюрнбергский военный трибунал пришел к согласию, что величайшее военное преступление среди остальных – это наступательная война. Потому что именно война ведет ко всем остальным военным преступлениям. Поэтому была мысль, как же прекратить наступательные войны? Они просто запретили, все, нельзя. Но есть два исключения. Первое — это 7-я статья резолюции, утвержденная Советом Безопасности ООН. Когда Совет Безопасности определяет, что сложилась ситуация, угрожающая международному миру, безопасности и процветанию народов, Совет может разрешить стране-члену ООН использовать военную силу, чтобы устранить данную ситуацию. Последний случай применения 7-й статьи — это операция «Буря в пустыне» 90-91 годы в ответ на вторжение Саддама Хусейна и оккупацию им Кувейта. Я не даю оценок правильно, неправильно, я говорю строго о законности. Закон гласит, Саддам вторгся в Кувейт, был созван Совет Безопасности, и он разрешил применение военной силы. И военная сила была применена для освобождения Кувейта. Это была законная война. Это не делает ее справедливой или хорошей, это делает ее законной. Другой способ — это через статью 51. Статья 51 оправдывает законную самооборону, собственную самооборону или коллективную самооборону. Это очень важный момент, коллективную самооборону, и ее введут в дело. Если по-простому, когда на тебя нападают, у тебя есть неотъемлемое право на самооборону. Но теперь мы подходим к вопросу, который и встает. Этот вопрос был, кстати, поднят в истории США. 1837 год. Американское судно «Каролина» курсировало неподалеку от границ Канады. «Каролина» перевозила оружие и подкрепление контрабандой в поддержку канадских повстанцев, которые сражались с Британией за независимость. Британцы знали, что «Каролина» на подходе, поэтому они атаковали «Каролину». Британский военный корабль атаковал «Каролину», и это является актом агрессии. Неспровоцированным, кто-то мог бы сказать. Поэтому Британия объявила о необходимости упреждающих мер, проистекающих из непосредственной угрозы, которую представляла «Каролина» безопасности британских сил. Так и зародилась концепция превентивных мер. И инцидент с «Каролиной» цитируется по сей день как один из краеугольных камней законности принципов превентивности. Превентивность — это... Представьте, что кто-то рядом сидит, перематывает кулак и говорит, что он сейчас разобьет тебе лицо, накачивает мускулы и уже приготовился бить. И вы говорите, я не буду ждать, я ударю его первым. Это атака на опережение, и это законная мера самообороны. Если существует бесспорная непосредственная угроза, которая не может быть решена, к примеру, тем, что вы поедете собирать Совет Безопасности и просить о помощи. Если вы чувствуете, что должны действовать немедленно, если угроза смертельна, вы можете атаковать первым. Люди пытаются злоупотреблять. США пытались использовать доктрину превентивности, чтобы оправдать свое вторжение в Ирак в 2003-м. Это оказалось враньем. Вы не можете оправдаться враньем. Вы не можете сфабриковать ситуации с оружием массового поражения и увязать с терроризмом Аль-Каиды, когда никакого оружия не существует. И нет никакой связи с Аль-Каидой. Тогда все развалилось. Теперь переходим к России. Россия разъяснила правомерность 51-й статьи в отношении своих действий на Украине. Они разъяснили их как превентивные меры обеспечения коллективной безопасности. И как они все это разъяснили? Во-первых, давайте поймем, что Россия не может применять силу на Украине, если речь идет о внутреннем украинском конфликте. Что означает, поскольку Донбасс является частью Украины,
Что бы власти Украины не вытворяли с русскоговорящими жителями Донбасса, Россия не имеет права вмешиваться. Нет законного права. Они могут собрать Совет Безопасности и просить о применении 7-й статьи резолюции, чтобы получить разрешение вмешаться. Но русские знали, что ничего не выйдет. Украина в сговоре с США и НАТО. И мы подошли к тому, о чем вы говорили, что важно. Две области Донбасса, Донецкая и Луганская. Они ранее приняли резолюции об объявлении независимости, но Россия не признала их независимости. Что они сделали теперь, в феврале этого года? Они узаконили собственную петицию в адрес России с просьбой признать их как независимые государства. Русские приняли петицию к рассмотрению, затем парламент России одобрил эту петицию. Почему это так важно? Потому что именно так конституционное право и действует. Никто теперь не сможет сказать, что все это уловка. Нет. И законы двух областей, и законы России были соблюдены. Законный конституционный процесс был засвидетельствован. Представлен Владимиру Путину, который подписал документы, признающие независимый статус Луганска и Донецка. И что таким образом кардинально изменилось? Они теперь не являются частью Украины. Теперь Россия может говорить об угрозе. Но есть еще одна проблема. Погодите. Но ведь их никто не признал, кроме России. Они не представлены в ООН. Никто их не признал частью международной семьи. Находятся ли они под защитой закона ООН, если они не являются членами ООН? Ответ – нет. За исключением. Вот тут маленькое исключение. Если вы только не являетесь участником договора коллективной безопасности с одним из членов ООН. А кто у нас член ООН? Россия. У России на руках договор о коллективной самообороне, еще один договор, что был подписан сразу за признанием независимости. И теперь этот коллективный договор позволяет России действовать в защиту своих партнеров и разрешить ситуацию. Но это позволяет России вмешаться только на Донбассе, если мы говорим о правилах войны. Но Россия взглянула на ситуацию и подумала, погодите, если мы войдем на Донбасс, украинцы сконцентрировали от 60 до 100 тысяч тяжело вооруженных войск в Восточной Украине, и наши разведданные говорят, что они готовы начать атаку на Донбасс, чтобы упредить нашу помощь. Если мы войдем на Донбасс, не устранив эту проблему, это создаст смертельную угрозу для нашей операции по обеспечению безопасности. Нам необходимо упредить атаку украинцев. Вот теперь русские используют принцип упреждающих действий в целях коллективной самообороны против украинских сил в районе Донбасса. Но вы скажете, погодите, Скотт, а разве они не выдвинулись с Крыма и дошли до самого Киева? А это как связано? Потому что теперь, если вы хотите нейтрализовать эти силы, вы должны действовать на всей территории. С точки зрения России, вопрос не только в том, чтобы нейтрализовать 100-тысячную группу, угрожающую Донбассу. Вопрос также в 100-тысячной группе в районе Киева, еще 80 тысяч в Западном Ираке и еще 60 тысяч возле Одессы. Если ничего не предпринять, они смогут маневрировать и поддерживать друг друга и разбить российскую армию. Поэтому русские вынуждены расширить охват своей упреждающей операции, чтобы удержать их всех на месте. Как раз это мы и видим. Мы видели, как русские наступали, и могло показаться, что это массированное вторжение. Но на самом деле это были всего лишь вспомогательные атакующие действия, создающие необходимые условия для успеха основной миссии. Это уничтожение 100-тысячной группировки, угрожающей Донбассу, и освобождение Донбасса. И все, что я рассказал, если бы я готовил доклад преподавателю в юридическом колледже, он потянул бы на 4 с плюсом. Но это вполне очевидное обоснование легального применения 51-го пункта в целях коллективной самообороны. США могут с этим не согласиться, но проблема в том, что США представляли такое же обоснование применения 51-го пункта в 99-м, когда НАТО бомбил Сербию. Абсолютно такой же случай. Тогда для нас это было удобно. Все, что Россия сделала, изучила наше обоснование, внесла свои изменения, чтобы сделать его лучше, и приготовила к работе.
Та же аргументация для такого же случая и та же законность, за одним исключением: все, что Россия говорит об украинской армии, является правдой. Все, что НАТО представлял, чтобы оправдать свою упреждающую атаку, например, то, что сербы совершают геноцид против албанских косоваров, было враньем. Все, что происходило из-за того, что ЦРУ сотрудничали с армией освобождения Косово, чтобы провоцировать сербов на боестолкновения, которые затем назовут геноцидом. Похожий случай с вторжением в Ирак. И они не смогли доказать законности вторжения на основании вранья об оружии массового поражения. И нельзя доказать законности на основании вранья о сербском геноциде. Но в случае с русскими ничего не было выдумано. Жертвы, которые были понесены, 14 тысяч погибших, концентрация украинской военной группы, все это правда, и это представляет прямую угрозу безопасности. И это оправдывает превентивные меры коллективной самообороны. Включите микрофон, Джо. Мы уже многое успели обсудить. Давайте перейдем к другим вопросам, так как есть другие важные проблемы, которые мы должны обсудить. Одна из них — гуманитарная ситуация. Было много обсуждений за эти несколько дней по инциденту в Буче, и я думаю, надо об этом поговорить. И чего мы не услышали. Я хочу также отметить о гуманитарной ситуации на Донбассе. 14 тысяч погибших, продолжающиеся обстрелы жилых кварталов, также события в Мариуполе и в других местах. Кто-то пишет в чате ссылку на Патрика Ланкастера. Это американец в Мариуполе. И я слышал его передачу сегодня. Сегодня он ходил и опрашивал людей. И люди ему говорили, что русские пришли их освобождать, но мы этого не слышим в США, и что украинцы открывают огонь по людям и не дают им покинуть опасную зону. Это они атакуют беженцев, когда открываются гуманитарные коридоры. Мы слышим о том, что огромное число людей покидают страну, и это так интересно, ведь во время Иракской войны было практически невозможно выбраться из Ирака. Мы их бомбили, когда они пытались выбраться. Но с русскими мы не видим таких массированных бомбардировок крупных городов, как Киев, тогда как мы использовали вторжение для массового уничтожения и убили чудовищное количество людей за считанные дни в Ираке. И еще один аспект. Украинцы, бегущие в Россию, таких наверняка более миллиона, если брать с 2014 года. И этого мы тоже в США не слышим. Можете ли вы дать комментарий по Буче и по гуманитарной ситуации в целом? И дать Маргарет возможность задать еще вопросы. Я хотел бы аккуратнее со временем, но без предыстории не получится. В 91-м я был одним из тех, кто планировал и приводил в исполнение операцию «Буря в пустыне». Операция «Буря в пустыне» была масштабной войсковой операцией против иракцев. Насколько я помню, она включала 44-дневную стратегическую воздушную кампанию. Работа ВВС начиналась с того, что мы уничтожили все средства коммуникаций. Мы били по радиостанциям, по телестанциям, все подряд. Мы разрушили все мосты, все автострады, мы разрушили электростанции, нефтекомбинаты, запасы топлива. Это заняло у нас 44 дня. И мы тем самым истребляли жителей Ирака. Истребляли. Это не было нарушением правил войны. Все эти цели были законными боевыми целями. Но смысл в том, что мы убили огромное количество мирных иракцев. И почему я об этом рассказал? Россия выполняет масштабную войсковую операцию против сил Украины. Хотите знать, чего они не сделали? Они не уничтожили средства сотовой связи, средства интернет-соединения, не разрушили железных дорог, не разрушили автострад. Они дали возможность украинцам передвигаться туда-сюда. Они дали возможность президенту Украины устраивать видеоконференции с Конгрессом США, с британским парламентом, с Евросоюзом и НАТО. Конференции, которые не только повышают его статус лидера, но и приводят к получению военной помощи на миллиарды долларов, которая поступает украинской армии и помогает убивать русских солдат.
Таким образом, военная необходимость уничтожить средства связи бесспорна. Но русские этого не сделали. Почему? Потому что русские не видят для себя такой войны, как мы ее видели против иракцев. Русские видят это как специальную военную операцию. Многие издеваются над этой формулировкой. Но это не война. Если бы это была война, Украины давно бы не было. Они бы ее стерли с лица земли, без остатка. К несчастью, события к тому и ведут. Потому как украинцы решили обороняться в жилых кварталах, там, где, если вы начнете бомбить, погибнут невинные. Но изначальный подход России был мягким подходом. Они не использовали свою военную доктрину по использованию превосходящей огневой мощи, когда артиллерия сравнивает все с землей и затем движутся танки и утюжат все подряд. Они так не поступали. Они отправили легко вооруженные отряды, которые пытались продвигаться, договариваясь со всеми подряд, встречаясь с главами городов и поселков и уговаривая: мы не представляем угрозы, просто дайте нам пройти спокойно. Можете спокойно продолжать управлять, как управляли. Как я думаю, военных убедила российская разведслужба, что их примут мирно и без конфликтов. Ходят слухи, что Путин приказал арестовать этих офицеров разведслужб, так как они допустили ошибку. Русских не приняли с миром, они сразу же потеряли очень много солдат, пытаясь действовать мягко. Но важный момент в том, что русские так и не изменили своей позиции. Их цель не разгром Украины, а разгром нацистов и разоружение с нанесением минимального ущерба. И у них есть письменные приказы, это подтверждающие. К несчастью, их встретили боестолкновениями, и мы свидетельствуем о гибели гражданских и наличии беженцев. Это одна из ужасных сторон войны. Вот почему он и запретил войны, что заставляет прибегать к войне в самом крайнем случае, если все возможные пути решения конфликта исчерпаны. Потому что война ужасна. Отвратительно, ее нельзя восхвалять и нельзя узаконить. Но от реальности не деться. Мы должны понять, что русские сделали все, что в человеческих силах, чтобы минимизировать ущерб украинским гражданам и украинским городам. Мы видели, что русские обеспокоены. Вы с Джо об этом упоминали, что перед началом действий русские начали эвакуацию граждан из возможной зоны конфликта, что является одним из требований международного гуманитарного права. Если вы планируете вести столкновение в месте городской застройки, это ваш долг и обязанность убрать к чертовой матери людей оттуда, прежде чем начнется стрельба. Потому что если вы их не уберете, вы их ставите в положение живого щита. Теперь угадайте, кто не эвакуирует людей. Украинцы. Вот теперь мы переходим к прямой противоположности. Русские платят большую цену за то, чтобы относиться к мирному населению с уважением. А что мы знаем об украинских националистах, о нацистах? Они видят в каждом, кто пошел на сотрудничество с русскими, в любом мэре, который сказал русским: проходите, проводите свои войска, мы не против. Они в них видят пособников, которые должны быть убиты. И они их убивают, они их арестовывают и убивают. Украинские власти за пособничество. Они также поступают с людьми, получающими русскую гуманитарную помощь. Русские передают помощь в зеленых коробках с белой звездой, которая означает, что это армейские запасы. Это солдатские сухпайки, но русские отдают их людям, умирающим от голода. И это преступление — получать помощь. Если украинская национальная полиция поймает вас с таким, с вами поступят как с пособником, вас убьют. Вы должны понять, что это важно, когда мы перейдем к Буче через минуту. Итак, пока война продолжается, мы не видим попыток эвакуировать людей. Многие пытаются сами сбежать из зоны конфликта, так как это разумное решение. Они не хотят оставаться там, где будут падать снаряды. Они пытаются сбежать из зоны конфликта, что означает, миллионы человек бегут в Европу, в Польшу, в Венгрию, в Словакию, в Румынию, Молдову. И это само по себе создает кризис. Вы упоминали о 4-м пункте.
Одна из важных вещей, о которых говорят в отношении коллективной самообороны НАТО, это 5-й пункт. Он был задействован лишь после 11 сентября и, по сути, используется лишь в целях пропаганды США, чтобы показать, что весь мир с нами. Европа отправила 8 самолетов патрулировать в небе США на случай, если будут еще захваченные самолеты. Отправили военные корабли в Средиземное море. Но все это показуха. Однако Альянс НАТО воевал много раз. Другой пункт, который призывает НАТО воевать, это 4-й пункт, в связи с которым члены Альянса могут консультироваться друг с другом по вопросам общей безопасности. Это было отговоркой, чтобы атаковать Сербию, чтобы атаковать Ливию, чтобы привлечь Альянс к войне в Ираке и Афганистане. И сегодня они поднимают 4-й пункт. Польша и страны Прибалтики говорят о 4-м пункте, требуют консультации, что же им делать с Украиной. НАТО признает, что если эти страны отправят войска на Украину, они потеряют защиту 5-го пункта. Это означает, что если Россия ударит в ответ, они не смогут привлечь весь Альянс на свою защиту. Но они могут использовать 4-й пункт, и это опасно. Сейчас в НАТО ведутся дискуссии о создании гуманитарной буферной зоны на Западной Украине, для того, чтобы все эти беженцы не наводнили Европу. Они будут содержаться на Западной Украине, но их нужно оберегать, поэтому натовские силы войдут туда. Люди скажут, что это безумие. Если натовцы это сделают, русские их атакуют, и мы окажемся в ситуации, когда две ядерные силы столкнутся лицом к лицу. Причем тогда, когда обе эти силы обсуждают возможность применения ядерного оружия, поэтому есть большие сомнения в принятии решений. Но пока война развивается, и я вас уверяю, дела пойдут гораздо хуже. Давление гуманитарной ситуации на Европу усилится в форме этой волны беженцев. И Европе придется принимать какие-то меры, которые включают создание буферной зоны, что приведет к открытому конфликту с Россией. Теперь перейдем к Буче. Ее занимали русские. Русские... Знаете, я не буду сидеть здесь, рассказывать вам, что русские идеальны. Мой военный опыт говорит о том, что не бывает идеальных армий. Мы всего лишь люди, привлеченные к самому ужасному роду занятий. Это мужчины, убивающие друг друга. Или женщины, неважно. Люди, убивающие других людей. Боевая обстановка — это убийство. Это организованное массовое убийство в худшем виде. И делать это не так-то просто. Это не то, что... И, кстати, хорошо, что это не просто. Когда вы входите в психическое состояние сражения, я говорю по своему опыту, вы перестаете воспринимать врага за людей, иначе вы просто сойдете с ума. Вы их не считаете за людей, и только тогда сможете убивать их без раздумий и без сочувствия. И в тот момент, когда вы потеряете эту грань, вас убьют, потому что ваш враг убьет вас, он тоже на той же грани. И когда вы сражаетесь, вам необходима дисциплина и необходимы офицеры, которые будут внимательно следить за мужчинами и женщинами, чтобы они не перешли за грань. Это сложно. Майкл Хэр написал книгу «Донесение о Вьетнамской войне». Ее цитировали в фильме «Апокалипсис сегодня». Обвинять кого-то в убийстве во время войны — это то же самое, что оштрафовывать за быструю езду на шоссе Миннеаполис-500. Это просто глупо, потому что война — это и есть убийство. Но нет, это убийство вражеских комбатантов. Цель войны не убийство мирного населения, хотя они часто гибнут, это ужасная реальность. Современная военная статистика по современным столкновениям предполагает гибель одного гражданского на гибель одного комбатанта. Если, к примеру, в войне погибло 100 тысяч солдат с обеих сторон, вероятнее всего по статистике погибнет и около 100 тысяч гражданских. Но не на Украине. На Украине цифры по погибшим комбатантам гораздо выше, чем по погибшим гражданским. Конечно, погибших очень много, но соотношение не 1 к 1, а скорее 7 к 1. 7 комбатантов на одного гражданского. Почему? Потому что русские очень аккуратны. Даже если учесть, что гражданские гибнут по вине украинских военных, которые окапываются среди мирного населения, вынуждая русских разрушать здания и применять артиллерию и так далее, и люди гибнут. И цифры были бы еще меньше, если бы украинцы не нарушали правил войны. Для чего я вам все это рассказываю? Чтобы вы поняли разницу в мышлении. Одна сторона заявляет, мы стараемся сохранить жизни, сохранить городские постройки. Другая сторона заявляет, если вы будете с русскими заодно, вы будете убиты. Это все записано, они на видео это говорят. Итак, русские вышли из Бучи. Они отступили. Пока они там находились в течение нескольких недель, русские солдаты говорят, у нас были хорошие отношения с местными. Мирные отношения.
Мы обменивали свои сухпайки на свежие продукты. Они организовали систему обмена. Жители Бучи передавали молоко, яйца, творог в обмен на сухпайок, мука, соль, сахар, тушенка и так далее. Такие отношения сложились. Потом русские отступили. Каждый, кто участвовал в подобных отношениях с русскими, теперь расценивается как пособник. Мы это знаем, потому что украинская национальная полиция опубликовала предупреждение, что они прибудут в Бучу 1 апреля, чтобы осуществить операцию чистки, чтобы ликвидировать пособников, коллаборантов. Это прямая противоположность подходу русских, которые стараются относиться к местным с уважением. Украинцы говорят, если вы будете сотрудничать с русскими, вас ждет смерть. Они засняли на видео официального представителя правительства, который предупреждал через соцсети граждан Бучи: оставайтесь по домам. Национальная полиция осуществляет операцию чистки. Не поддавайтесь панике, оставляйтесь по домам. Она повторяла это снова и снова. Почему? Потому что полиция на улице убивала людей, вламывалась в дома тех, кто обменивался с русскими, и убивала их. И это больше, чем документ и видеозапись с воззванием. Но есть еще и видеозапись того, как они уже убивали. У нас есть видеозапись украинской полиции, особенно группа Азов, которая хвасталась тем, что они отправляются на сафари. Это очень важное слово, потому что мы будем говорить о пропаганде. Вы берете язык одной стороны, знаете, используют свои выражения, приписывая их своему врагу. Это украинцы были теми, кто назвал свой отряд полиции, который отправился в Бучу, отрядом сафари. И они отправились на сафари, чтобы ликвидировать пророссийских пособников. И ликвидировать значит убить. Не арестовать, убить. И они это сделали. А потом ходили и фотографировали трупы, чтобы сказать, что это сделали русские. Есть пара моментов о мертвых телах. Первое. Почти все носили белую повязку, которая должна сигнализировать русским: мы на вашей стороне, не подстрелите нас. Второе. Возле каждого тела стояли зеленые коробки сухпайков, которые они несли, когда были убиты. Стояли на земле рядом с ними. Третье, если у них не было повязок, повязки были использованы, чтобы связать им руки за спиной. Этих людей убили. Зверски убили. Не русские, украинцы. Но нам рассказывают не это. Нам рассказывают как раз обратное. Вся судебная экспертиза, которую возможно произвести, убедительно говорит, что украинцы несут ответственность за гибель этих людей в Буче. Нет никаких сомнений. Еще что интересно, они пытаются убедить нас. Я не хочу вдаваться в отвратительные подробности, но мне приходилось видеть трупы. Убедить в том, что их перестреляли 19 марта и оставили лежать на улице при погоде в 15-16 градусов до 2 апреля. Тела не выглядели бы так, как показали в новостях. Трупы раздуваются. Одежда рвется, потому что труп отекает, а затем взрывается. Это отвратительно, это мерзко. Это не то, что нам показали по телевидению. Нам показали только что убитых людей. И у нас есть еще одно свидетельство, о котором должно знать как можно больше людей. Мексиканский журналист сумел пробраться в Бучу в тот самый день, когда украинцы объявили о событии, и он заснял тела, свежая кровь. Он сидел рядом и говорил: этих людей только что убили. Это свежая кровь. Тело не может лежать с 19 марта в свежей крови. Эти люди были зверски убиты 1 апреля украинской национальной полицией. И тут выходит президент США и говорит: это военное преступление, совершенное русскими, и Владимир Путин должен предстать перед судом в Гааге. Это военная пропаганда, которую мы еще никогда не видели в современной истории. Потому что это не просто измышление повода к войне. Это откровенное вранье о массовом убийстве, которое делает нас соучастниками, нас, американцев. Потому что наш президент содействует в преступлении. Да, и также в Мариуполе горожане утверждают, что батальон Азов занял театр, занял роддом. Есть свидетели
с тех мест событий. И я хочу спросить о военной ситуации. Вы говорите, что русские побеждают. Это не то, что говорят в корпоративных новостях США. Недавно они перешли ко второй фазе спецоперации. Хотелось, чтобы вы поговорили о том, почему вы утверждаете, что русские побеждают, и что они будут делать. Поговорим о двух вещах. Первое, о чем поговорим, это концепция маневренного ведения войны. Она ведет историю с Древней Греции, знаете, фаланги. То же самое у Наполеона. То же самое на ранних стадиях гражданской войны в США. Люди шагают, построившись в шеренги. Все говорят, что это жестоко, но на самом деле, если вы посмотрите на карты сражений, вы увидите много важных деталей. Понимание того, что врага надо связать на месте. Если у врага большая концентрация сил здесь, и если я придвину достаточно сил напротив, он не сможет передвигать свои войска, потому что мои войска ему угрожают. Я связал противника на месте. Затем я могу сделать ложную атаку в другом направлении, и враг вынужден реагировать. Двигать свои войска в том направлении — это финт. Я могу предпринять отвлекающую атаку в другом направлении, причем соотношение сил не обязательно в мою пользу, но враг будет вынужден реагировать и перемещать войска. И тогда я смогу брать вражеские войска в обхват. Когда я зафиксировал вражеские войска на месте, я смогу их окружить и убить всех до единого. Это наполеоновская школа в самом кратком изложении. И она применялась во Второй мировой, где мы видим масштабные маневровые бои на окружение на русских землях, в боях между немцами и СССР с 41-го вплоть до 45-го. Гигантская маневренная война. Мы видели то же самое в войне в заливе, там, где я участвовал. Мы использовали обманные и отвлекающие атаки. Мы использовали удерживающие атаки и маневры в глубокий захват. И для чего я все это объясняю? Это просто наука ведения войн. И хотите, назову самых лучших учеников военной науки на сегодня? Это русские офицеры. А мы к ним как к детям относимся. То, как мы о них говорим, да это же русские, они не понимают, что делают. Самые прекрасно образованные и обученные офицеры из всех, кого можно встретить. Они все понимают лучше нас. С чего я это взял? Потому что они не тратили последние 20 лет, тренируясь выламывать двери в Ираке и вырезать иракские семьи, или ползать по холмам в Афганистане, чтобы убить пастуха. Это то, чем мы занимались последние 20 лет. Мы уже не знаем, как вести масштабные боевые операции, мы забыли об этом. Я этим занимался профессионально. Я всю свою активную часть жизни занимался изучением этого, и даже при этом я не могу сказать, что я знаю обо всем. Но я считал, что я подготовлен для этого, и война в заливе это подтвердила. Но теперь мы к этому не готовы, мы не тренировались для этого, а русские готовы, они масштабно мыслят. Когда вы посмотрите на их карту, среди нас много тех, кто мыслит маленькими стрелками, это я об американцах, которые смотрят на тактические ситуации, они смотрят видео, как уничтожают русскую колонну, они смотрят, как 3 или 4 танка подбиты, и люди разбегаются. Знаете, война — это ад. И на войне люди умирают, в том числе и русские. И если вы будете смотреть на маленькие стрелки, русские тут и там разбиты, маленькими стрелками. Но посмотрите на большие стрелки. Чего русские добиваются? Я вам говорил, они удерживают войска в Киеве. 100-тысячная группировка в Киеве. Если им не угрожать, они выдвинутся на подкрепление. Поэтому вы отправляете 40 тысяч солдат из Беларуси и удерживаете 100 тысяч солдат на месте. У вас 80 тысяч вражеских сил в Одессе, поэтому вы отправили 30 тысяч солдат из Крыма к Одессе и одновременно курсируете вдоль побережья силами морского десанта. И эта группировка застряла. У вас 100 тысяч вражеских сил на Донбассе, и вам нельзя их упускать, чтобы они не отошли к Киеву. Поэтому вы сдерживаете. Вы отправляете ополчение Донецка и Луганска на линию фронта. Самая тяжелая ситуация, но вы вцепились во врага и держите его на близком расстоянии, и так они тоже не могут двинуться. И затем вы отправляете сквозную атаку, чтобы пробить сухопутный коридор от Крыма до российской территории, чтобы иметь возможность двигаться свободно. И Мариуполь является ключевым объектом на пути, его пришлось брать. Единственный город, за который русские сражались. Спросите себя, почему? Потому что это единственный город, имеющий значение, остальные не играют никакой роли. Вы не возьмете 3-миллионный Киев силой в 40 тысяч. Так не бывает. Вы не возьмете город 1,6 миллиона, Харьков, силой в 50 тысяч. Не выйдет. Но вы возьмете Мариуполь силой в 50 тысяч. Вы окружили его и обстреливаете. Что и произошло, им пришлось брать город. Ужасная, ужасная ситуация.
Но стратегическая необходимость этого требовала. И к чему я клоню? Вся эта фаза была подготовкой поля боя. Что происходило вместе с этим? Русские уничтожили буквально все топливные хранилища на Украине. Я не для того, чтобы просто похихикать. Это важно. Ведь чем вы танк заправляете? Горючим. А на чем грузовик работает? На бензине. И что по сути танк без горючего? Гроб. А что по сути грузовик без горючего? Еще один гроб. Все склады боеприпасов были взорваны, чем является артиллерийское орудие без снарядов. Легкой мишенью. Все продукты и вода, необходимые для войск. Солдат, который хочет есть и пить, будет убит или взят в плен. Итак, русские перекроили все под себя, пресекая передвижение вражеских войск и одновременно выполняя локальные задачи, чтобы подготовиться к масштабному захвату в клещи, в которые попадут силы украинцев, у которых не будет еды, не будет воды, связи с командованием, горючего и боеприпасов. Вот какой будет вторая фаза. Русские отошли от Киева, им больше не нужно удерживать ту группировку. Они и так не смогут сдвинуться. У них нет горючего. Они застряли. Если они выйдут из города, русская авиация их всех уничтожит. Они попытаются занять шоссе, и все погибнут. Что мы и видели, они пытались отправить конвой к югу, и русские их сожгли. Никакого подкрепления не будет. Враг на Донбассе не может сдвинуться. Они в ловушке, русские замкнут кольцо и всех уничтожат. Или возьмут в плен огромную часть украинской армии. И когда это произойдет, ничего не останется. Ничего не останется. И русские смогут требовать все, чего захотят. Вот почему я говорю, что русские победят. Потому что я вижу ситуацию именно таковой. Я не тешу себя иллюзиями. Вот, мол, русские не смогли взять Киев. Да они не собирались брать Киев. Русские не смогли взять Одессу. Они и не пытались взять Одессу. Это были исключительно отвлекающие операции, чтобы удержать крупные сосредоточения украинских войск от своей главной цели. Вот почему я говорю, что русские побеждают. И они победят довольно скоро. Спасибо, Скотт. Так много хочется сказать. Сегодня я прочитал, сдалась в плен часть войск в Мариуполе. Это, я подумал, важно, когда начнется. Это не просто украинцы, это элита. Это морская пехота. И если положение таково, что морская пехота массово сдается в плен, о чем это говорит? У них нет еды, нет боеприпасов, нет топлива, нет воды, нет надежды. Если вам сдается элита, которая обычно сражается до последнего, представьте, что об этом думают другие войска. Я хотел бы еще поговорить об экономической ситуации, хотя, возможно, это не по вашей экспертной части. Я знаю, что вы уделяли больше времени изучению военного ремесла. США в целом заявляют, что добьются победы над Россией с помощью экономических санкций. США применяют санкции уже к 42 странам, и те давно работают в обход санкций. Ведь ясно, что Россия к этому была готова. Нам говорили, что рубль упадет ниже плинтуса. Вместо этого мы видим, рубль вообще-то усиливается. Страны начинают расплачиваться рублем. Он превращается в международную валюту. Доллар, наоборот, ослабевает. В США инфляция. Мы пострадаем от нехватки зерновых, которые производят и Россия, и Украина, а также от нехватки горючего. И гораздо хуже Европе. Она в кошмарной ситуации. И я понятия не имею, какого черта они вообще будут делать. Потому что Германия до сих пор является одной из индустриальных стран Запада. Она погибнет, и ее жизнедеятельность прекратится без топлива, которое она получала. И несмотря на это, Германия прет напролом, подгоняемая, как мне кажется, Соединенными Штатами. Возможно, результатом будет та гегемония, которой обладали Штаты. Контроль над Всемирным банком и МВФ, и над мировой валютой, которой являлся доллар.
эта гегемония будет утеряна, она будет оспорена Востоком. Россия и Китай, очевидно, подписали необходимые соглашения, пока США бойкотировала Олимпийские игры. И знаете, много говорит. Я к тому, что США ведет себя по-идиотски. Что вы об этом думаете? Окончание этой войны выльется в новую экономическую реальность? Это была ужасная ошибка со стороны США и Европы. К чему все это приведет? Я не буду вдаваться в историю теперь. Начнем прямо с 4 февраля этого года, чтобы мы успели. Итак, 4 февраля. Что это за дата? Владимир Путин совершил поездку в Пекин, где встретился с президентом Китая Си Цзиньпинем для открытия зимних Олимпийских игр, которые США бойкотируют. Запад бойкотирует, все бойкотируют. Стратегическая ошибка с их стороны. Путин и Си встретились и выработали совместное обращение на 5000 слов. В этом обращении было много важных моментов по разным аспектам. В стратегическом плане самое главное в обращении было то, что Россия и Китай объявили, что нынешний мировой порядок, который навязывают США, себя изжил. И все заговорили, даже генерал Майли, председатель комитета начальника штабов, давал показания в Сенате. Военный, который рассуждает о том, что надо защищать основанный на праве мировой порядок. Если коротко, речь идет об американской гегемонии. В двух словах. Мировой порядок — это гегемония США. США главенствуют в мире. Система, которую мы установили в конце Второй мировой, не только чтобы восстановить мир, но и чтобы им управлять. Контролировать мировую экономику. Я обещал не вдаваться в историю, но Джордж Кеннон написал то, что называется «длинной телеграммой». Документ, который он написал в 49-м или 46-м, не помню. В 40-х. И он пишет, этот документ настолько важен, потому что лег в основу американской политики сдерживания. Он привел к созданию НАТО, к холодной войне. Но Кеннон не писал об армиях. Он писал про экономику. Он говорил, русские не поддаются на наши попытки навязать долларовый контроль над экономикой СССР через план Маршалла. Русские отвергли его. И он пишет, отвергая его, русские не позволяют нам контролировать весь мир. Поэтому мы всегда будем находиться в состоянии конфликта с Советским Союзом в экономическом плане. И он был прав. Русские не собирались сдаваться нам. Когда они сдались в 90-м, мы видели, что произошло с Россией. Вот я к чему. США используют правовой миропорядок, чтобы контролировать весь мир. Не помочь миру, а управлять им. Исключительно в интересах США. Все только для нас. Если кто-то от этого выиграет, замечательно. Но нам на это плевать. Мы устроили все для себя. И вы это видите, с каким нахальством Джо Байден приказывает немецкому канцлеру: вы не можете пользоваться русским газопроводом, вы должны его перекрыть, даже если это уничтожит вашу экономику, потому что нам это невыгодно. Что это за наглость? Эта наглость проистекает из уверенности, что мы самая важная страна в мире, и что мир без нас рухнет. Но Россия и Китай без нас не рухнут, они дали нам отворот. И они официально заявили, больше однополярного мира не будет. Мы больше не признаем США как исключительную державу, вокруг которой все вертится. Мир станет многополярным, основанным на законе, миропорядке. И законом будет хартия ООН. Россия и Китай не пытаются перекроить систему. Они возродят систему, с которой согласился весь мир в 1945 году. Вот каким будет мир. Но теперь в Организации Объединенных Наций будет множество центров влияния. Как БРИКС, Бразилия, Южная Африка, Индия, Россия, Китай, представьте. И все равны. Еще было сказано, что американская экономическая гегемония, скрепленная трансатлантическим альянсом,
Нет. Мы создадим трансевразийский экономический союз, который соединит Россию и Китай через страны Центральной Азии, и через Индию и Пакистан, включая весь Индо-Тихоокеанский регион, и достигая Африки. Практически 2/3 населения планеты станут частью Российско-Китайского экономического союза. Это послание, когда я услышал, я сел и подумал, это один из самых фундаментально важных документов в истории современности. Он представляет абсолютный переворот, отказ от доминирования США над миром. Но проблема письменных переворотов в том, что они мало чего стоят. Их слишком сложно исполнить. Вам нужен импульс, толчок. И Россия, и Китай не смогут сделать этот рывок самостоятельно. США дали им необходимый толчок. Как? США обложили санкциями уже всех, и это никогда не срабатывало. Но мы сказали русским, если вы помните, Байден встречался с Путиным в июне прошлого года в Женеве, где он посмотрел Путину в глаза и назвал его безжалостным убийцей, и все в таком духе. Но что на самом деле? Он посмотрел Путину в глаза и сказал, если вы вторгнетесь в Россию, мы обрушим на вас самые страшные санкции, мы вас уничтожим. Байден вам много чего расскажет. Он угрожал, что причинит боль, и Путин слышал, Путин понял. Правильно, Путин все услышал. Он вернулся в Москву и сказал, если мы заезжаем на Украину, нас ожидают санкции, что будем делать? И они приготовились. И что они приготовили? Вот сейчас на сцену выходит американская безмозглость. Из-за 90-х, когда развалился Союз и США его разграбили экономически, Россия стала намертво привязана к западной экономике. 20-25% среднего класса в России были связаны с Западом. Экономически, культурно, знаете. И этого не разорвешь. Если бы Путин сказал, надо разорвать связи с Западом, он бы потерял поддержку избирателей, потому что эта политическая группа тоже не сидит без дела. Они нуждаются в Западе. Также есть класс олигархов, которых слепил Ельцин. Очень подлые люди, растащившие народное богатство, присвоившие себе и создавшие монополии. Когда Путин пришел к власти, он сказал им, я понимаю, что не могу вас прищемить, потому что вы контролируете нашу экономику. Я позволю вам остаться в экономике. Но вы не лезете в политику. Как только сунете свой нос в политику, я вам сухожилия подрежу. И он так и делал. Он перехватил «Газпром», он раздавил «Лукойл» и вышвырнул олигархов из страны, нескольких из них. Многие говорят, безмозглые говорят, Путин нуждается в олигархах, он работает на них. Да нет, Путин их ненавидит, просто избавиться от них не может, потому что они вросли в экономику страны. Но тут появляется Байден. Во-первых, он растрепал все, что собирается сделать. Благодаря этому Путин смог подготовиться. А потом он сделал в точности, как и трепался. Отрезал Россию экономически, полностью отрезал ее от западного рынка. Он сделал Путину одолжение. Если бы Путин на такое пошел, люди вышли бы на улицы. Начались беспорядки, Путин лишился бы своего поста. А тут США отрезали Россию от Запада. И Путин сказал, спасибо большое, наконец-то мы от вас отделались. До свидания. Мы больше никогда не позволим западной экономике диктовать нам условия по нашей национальной безопасности. Это окончательный разрыв, полный, бесповоротный, всего хорошего. И русские, елки, это США сделали? Тут уж Путина не получится обвинить. Что еще мы сделали? Мы ограбили все счета их олигархов. Угадайте, у кого больше нет ни гроша? У олигархов. Без денег, вы думаете, у них есть какая-то власть? Путин произнес речь пару недель назад. Он им сказал, валите нахрен из России. Он говорил это олигархам. Валите. Вы не настоящие русские. Вы обворовали нас. Вы жили в роскоши. Нам вы не нужны, и мы вас видеть не желаем. США сделали Путину огромное одолжение. Мы подарили ему такое могущество, что трудно представить. Ведь он был в ловушке западной экономики, опутавшей Россию. А теперь все, это разрыв. Разрыв, который играет ему на руку. Помните, как Байден хвалился? Я обрушил рубль. Как будто в этом есть что-то крутое.
Я обрушил ценные бумаги. Давайте наденем шляпу борцов за права человека. Сейчас это модно. Что бы мы, американцы, подумали, если бы другая страна решила обрушить нашу экономику? Чтобы мы все без работы остались. У нас больше нет зарплаты, и платить по ипотеке нечем, значит, нас вышвырнут на улицу, детей из колледжа отчислят, потому что платить нечем. Мы голодаем и живем на улице, потому что какой-то идиот за океаном решил разрушить нашу экономику. Вот как мы поступаем с русскими, и сейчас мы сидим тут и мямлем, что мы должны это сделать. Что, правда? Вы должны унизить 139 миллионов человек? Вы не пожелаете такого себе, но русским желаете. Но, к счастью для русских, Байден заранее Путину все рассказал. И Путин спросил, что, серьезно? Вы ограбите наш фонд благосостояния, который размещен в долларах, в евро по вашим банкам, и который нам нужен, чтобы работать с западными рынками? Спасибо. Потому что теперь я смогу защитить рубль. Вы сидите со своими долларами, цена на которые висит над вашей долговой ямой. Знаете, ваш нефтедоллар мы уничтожим, потому что очень скоро ваши нефтедоллары никто не станет покупать. Скоро будут покупать другие валюты, например, русский рубль, который еще и обеспечен золотым стандартом. Россия 20 лет подряд скупала золото при Путине. У них скопилось немало, и они привязали рубль к золотому запасу. И как рубль торгуется к доллару? Он крепче, чем когда-либо за долгое время. Мы разрушили рынок ценных бумаг? Да не в жизни. Приглядитесь сами. 5, 6, 8% в день. У русских все хорошо. А знаете, кому сейчас нехорошо? Европе. Европа сильно страдает. Почему? Потому что США пообещали им того, чего не могут выполнить. Мы обещали, что достанем для них нефть, газ и уголь. У нас есть план. Но у нас нет никакого плана, мы ничего им не можем дать. Если они отрежут себя от России, их экономики просто встанут. Не на время. Немецкие экономисты говорят Шульцу, что это, возможно, перманентный урон немецкой экономики. Этот урон уже никогда не восполнить. Ситуация будет хуже, чем после Второй мировой. И это вскоре произойдет с Германией, и произойдет с Францией, и это произойдет со всей Европой, за исключением некоторых стран, которые заявили, а мы не будем настырничать. Венгрия не пострадает, она только что согласилась покупать российский газ за рубли. Это еще одна деталь, которую обозначил Путин. Вы меня отрежете от моего стабфонда? Ладно, тогда мне ваши доллары и евро больше не нужны, забирайте их обратно. Я буду работать только с одной валютой, это наш рубль, и если хотите покупать наш газ, вам придется платить рублями. Блестящий ход. Путин практически поставил шах и мат Западу в игре санкций. Русские затягивают пояса потуже, да? Но я вам гарантирую, если пойдете в российский супермаркет, там нет пустых полок. Зайдите в немецкий супермаркет. Вот где пустые полки. У них проблемы. Но я не радуюсь этому, у меня родственники в Европе живут, и вообще мне жаль простых людей. Но я вам так скажу. Те, кто постарше, помнят избирательную кампанию Клинтона в 92-м. И у него был советник Джеймс Карвилл. И Клинтон бегал с идеями по внешней политике, спасем мир и все в таком духе. И Карвилл сказал ему: успокойся, мужик, есть только одна вещь, которая поможет тебе избраться. Это экономика, придурок. Люди голосуют своими кошельками, и какой вывод напрашивается? Каждая из стран Западной Европы — это представительная демократия. Даю гарантию, что политическое будущее Шольца недолговременно. Если экономика Германии встанет, будет немедленно объявлен вотум недоверия в немецком парламенте, его выставят за шкирку и найдут политику, которая займется спасением немецкой экономики. И это значит, что весь этот бред с санкциями закончится. Это лицемерное восхваление нацистов на Украине закончится. И Россия это тоже предугадала. Сейчас НАТО заявляет: наша сила в единстве. Нет у вас единства. У вас нет единства, если 4 ваших члена покупают газ за рубли. У вас нет единства, если Турция обвиняет в конфликте НАТО, а не Россию. Если Германия скоро выйдет из всех этих договоренностей. Альянс НАТО слаб, и в этом план России. У русских есть две главные цели после победы на Украине. Первая — это новая система европейской безопасности, которая будет уважать интересы безопасности России и уберет НАТО с российских границ. Вот что произойдет в течение 5 лет. Потому что Европа не может позволить себе американской иллюзии сильного альянса НАТО. Как Германия собирается найти 100 миллиардов на оснащение своей армии, если ее экономика увязла в грязи? Это нереально.
В США генерал Уолтерс, командующий силами США в Европе, давал консультации Конгрессу, и Конгресс ему: «Мы вам дали 839 миллиардов, поэтому вы отправите войска в Европу, правда?» «Нет, мы ждем, пока на Украине не уляжется». Почему? Потому что есть политические сложности. А кто наши войска пригласит? Они что, не хотят? Может и нет. А если и хотят, кто платить-то будет? Мы не будем платить. 2 миллиарда в год только размещение уже переброшенной бригады в Польше. А мы говорим об отправке 8 бригад. 16 миллиардов, только разместить их. А еще их кормить, обучать, развлекать. Кто заплатит? Американский избиратель не будет платить. Придется выставить счет Европе, но ей это не по карману. Так что все разговоры о единстве — это спектакль. Россия установит, я уверен, новую общеевропейскую систему безопасности в ближайшие 5 лет. Это будет не просто, так как финны и шведы решили войти в НАТО, это все осложняет. Но я думаю, что у русских есть план. Почему? Потому что русские так сказали, и Путин никогда не блефует. И второе — это стратегическое смещение от американского доминирования. Эра американского господства закончилась. Мы — это Титаник. Мы напоролись на айсберг под названием «Русские на Украине». И мы будем долго и нудно тонуть. Все закончилось. Китай уже что-то понял. И китайский посол дал нам подсказку. До встречи с Путиным он был на нашем радио НПР и говорил: отношения Китая и США в плохом состоянии. И если что-то не изменится, если США будет продолжать играть в крутого, предстоит война с США. Он напрямую, в открытую сказал: будет война с США. И тут же они оформляют особые отношения с Россией. Россия пошла на эти отношения, зная, что Китай будет брать Тайвань и начнется война с США. И Россию это не напугало. Подумайте на секундочку. Россия развернулась и ударила по Украине, и китайцы не отвернулись от России. К сожалению, то, что вероятно произойдет за 5-7 лет, это Китай вторгнется в Тайвань. И США ни черта не смогут с этим сделать. Мир изменился. И вот еще горькая правда. Этого можно было избежать. Войны на Украине можно было избежать. Все можно было решить мирно. Никто не должен был пострадать. Никто не должен был погибнуть. Но американское высокомерие и жажда власти привели к этой войне. И Тайвань тоже за это заплатит. Тайвань не должен быть атакован Китаем, но он будет атакован. И сотни тысяч тайваньцев погибнут. Потому что США решили, что они имеют право диктовать остальным. А Китай, между тем, готов принять Тайвань без изменений. Безо всяких изменений. Оставьте свое правительство и свою экономическую модель. И что захотите. Вы завтра проснетесь, и все будет как прежде. Кроме флага. Вместо тайваньского будет континентальный китайский. Вы хотите погибнуть за кусок материи, за который США не вступятся? Если китайцы чему-то научились, так это тому, что США самые худшие друзья на Земле. Спросите украинцев, какие мы друзья. Мы готовы воевать с русскими до последнего украинца и воевать с Китаем до последнего тайваньца. Вот что грустно. Если вы не хотите войны, то это для вас будет кошмаром. Мы видим войну в Европе, которой можно было избежать. И увидим еще одну в Тихом океане. Да, это безумие. Я хотела добавить про санкции. Мы их называем односторонними, принудительными экономическими мерами. Это нарушение международного права, и они в одностороннем порядке принимаются США против других. И большинство этих стран в южном полушарии — это больше трети населения планеты, и треть этих стран — страны Африки. И глобальный юг не будет поддерживать США. Все, что мы натворили, это изолировали сами себя, навредили себе и показали всем, что нам нельзя доверять. Я брала интервью у Майкла Хайдсона, и он сказал: 23 марта мы ограбили российские счета после того, как ограбили счета Венесуэлы, Афганистана. Весь мир смотрел на это. Нельзя США доверять. Итак, это меняет правила игры. И еще я хотела поговорить о самом Байдене, если вы можете прокомментировать его выступление. Он говорил, что нам придется больше платить за бензин,
больше платить за продукты, как цену, которую мы платим. Он в открытую говорил о том, что-то, о чем-то вроде смены режима в России. И вы говорили о роли Байдена на Украине в перевороте в 2014. И то, как он скомпрометировал себя на Украине. Ваш взгляд на Байдена. Чтобы быть до конца честным, я должен сказать, что он мне не нравится. Я испытываю к нему личную неприязнь. И это началось с осени 98-го, когда я вышел в отставку из аппарата ООН. Я давал показания в Сенате США, и Байден тогда вел себя наименее профессионально, чем когда-либо за его непрофессиональную карьеру. Издевался надо мной, над моей работой, называл меня Скотти Бой, издевался над моей зарплатой, другие катаются на лимузинах, а я нет. Итак, я такой же человек, как и все, меня он тогда достал, и я ему этого не спущу. И я не забуду его роль. Он дал зеленый свет на войну в Ираке. У него была возможность предотвратить войну. Он мог назначить слушание, чтобы донести американцам о том, что Ирак не представляет для нас угрозы, и правду о пробирке Пауэлла. Но он решил иначе, он решил поддержать вранье. И вообще, если говорить о нем, он прирожденный врун. Я даже не говорю о том убожестве, когда он ворует чужие речи. Я говорю о вранье по важным вопросам. Недавний пример. Июль прошлого года. Байден принял решение о выводе войск из Афганистана. И он начал его готовить. И ситуация по внутренней безопасности Афганистана начала разваливаться. Ашраф Гани, афганский президент, звонил Байдену в панике. Он говорил, у меня 15 тысяч талибов и пакистанцев переходят границу. Наша армия разбегается, если вы не поможете авиацией, все будет кончено. Страна падет за считанные дни. И Байден его заткнул. Не надо так говорить. То, что мне от тебя надо, это практически цитата. Мне надо, чтобы ты вышел и объявил, что все под контролем. Все под контролем, даже если это неправда. Мы должны создать ощущение безопасности. Итак, он приказал другому солгать, даже не своему сотруднику, а сделать ложное заявление, которое услышат американские граждане. И он заставил солгать, чтобы создать видимость и скрыть реальность. Это Джо Байден. Он врун. На Украине он опозорился на каждый день, кроме воскресенья. Мы видели его причастность к Майдану, его причастность к формированию украинского правительства. Мы видели, как он в наглую вмешивался в случае с прокурором. Помните, как он хвастался? Вы его уволите или не получите денег. Это то, что он есть. Я про его сына говорить не хочу. Кроме того, что его сын делал безо всякого опыта в совете директоров компании по отмывке денег. Буризма. Это не компания по трейдингу энергоресурсов, это машина по отмывке денег. Он сидел там только чтобы дать возможность им покупать наших политиков. Вы удивитесь, как много фотографий вы можете увидеть. Всех этих политиков, которые сейчас на телевидении вам рассказывают об удивительной украинской демократии. Они все на фотографиях, я их видел. Сидят в бурисмовских пиджаках, и в кармане у каждого симпатичный чек от Буризмы. Потому что их покупали. Буризма подкупала всех подряд, напрямую или не напрямую. Для этого правительство Украины Буризму и создало. Байден продажен. Я не буду говорить, что его подкупили напрямую, но он продажен по своему характеру, по вопросам Украины. В противном случае он сам бы подал в отставку. Теперь он президент США и не может повернуть назад.
Знаете, нам навязали политику, которая не имеет никакого смысла. Политика по Украине. Абсурдно. Наша политика не принесла пользу Украине и не приносит пользу США. Все эти деньги, которые наши продажные политики получили, эти деньги закончатся. И горше всех расплатились украинцы. Неважно, как вы относитесь к Степану Бандере и к нацистам, права Россия или виновата, если вы каждую ночь не плачете о несчастных украинцев, у вас нет сердца. Они этого не заслужили. Но такова их участь. Я слышал, много говорят о палестинцах. Я не буду углубляться, это отдельный вопрос. Но да, палестинцы тоже страдают. И этого нельзя игнорировать. Люди в Йемене страдают, в Иране страдают, в Венесуэле. Каждый, кто на прицеле продажной американской политики. Нет не продажной американской политики. Все, к чему мы прикасаемся, гибнет. И ко многому причастен Джо Байден. Он участвовал в формировании внешней политики почти 50 лет. Все, к чему он прикасается, гибнет. И это наш верховный главнокомандующий. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Если я слишком увлекся, я извиняюсь. Джо, вы включите микрофон. Я что, микрофон не включил? Нет, нет. Мне по жизни часто отключали микрофон. Итак, мы беседуем почти 2 часа. Скотт, я хотел бы спросить, может, вы дадите завершающий комментарий? Мне неловко находиться в такой ситуации. Знаете, голос, к которому люди прислушиваются. И, возможно, принимают на веру все, что я говорю. И если вы это делаете, вы совершаете ту же ошибку, которую американцы совершают, когда смотрят западные СМИ. Нельзя верить просто так. Я бы попросил всех, кто меня слушал, отнестись ко мне как к агенту правительственной пропаганды США, распространяющему дезинформацию. Не верьте мне на слово. Отнеситесь к моим словам с подозрением. И запомните, что я сказал, и ищите факты сами, чтобы доказать, что я не прав. И если я оказался прав, замечательно. Вы сами себя вооружаете, находя правду самостоятельно. Теперь у вас есть не просто информация, которую кто-то вам донес, но вы еще и сами занимались поиском, и сами узнаете больше. Если вы так поступите, мне кажется, мы сегодня выполнили свой долг. Потому что демократия гибнет, когда граждане перестают быть информированными членами общества. Мы получаем информацию не только слушая других, но и активно участвуя в диалоге, дебатах, обсуждениях, которые вооружают нас знанием, и мы сможем избрать достойных лидеров, которые действуют от нашего имени. Я считаю, что это был важный форум. Я благодарен вам за то, что пригласили меня. Но еще раз, я прошу всех, кто меня слушал, поищите правду самостоятельно. Это видео только начало, а не концовка. Спасибо. Спасибо, Скотт.